Я тебе буду показывать, когда буду разворачиваться. Да. Всем привет! Находимся на речке, и сегодня я расскажу, как можно очистить движок моторный, лодочный с помощью простых средств Seafoam. Заодно и проверим, как он работает. Я уже делал видео о том, как прочистить двигатель в автомобиле самостоятельно, и теперь мы опробуем его на лодочном моторе. Seafoam, американское средство, производится в двух флаконах. Первый флакончик у нас здесь находится именно жидкая составляющая, а здесь спрей. Спрей мы будем добавлять прямо в карбюратор, а жидкую составляющую для очистки инжекторов и карбюраторов, а также всей топливной системы, мы добавим прямо в бензобак. Но его невозможно перелить. То есть двигатель может работать и просто на одном Seafoam. Заливаем в топливный бак. Это прочистит полностью нашу топливную систему. Второй флакончик, здесь как раз спрей, находится вот такая вот трубочка. Сейчас мы, получается, снимем кожух и будем распрыскивать ее в карбюратор. Единственное условие, это нужно делать на горячий движок. Я уже покатался на ватрушке, и Максимка. Поэтому двигатель мы сейчас еще немножко прогреем до рабочей температуры и будем распылять. По заверению производителя, спрей Seafoam безопасен для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей. Seafoam в переводе морская пена не может испортить двигатель, потому что не содержит никаких реагентов или сильнодействующих абразивных моющих частиц, а все только на основе нефтепродуктов. Так, мы, получается, сейчас залили уже половину флакончика в топливный бак. У меня сейчас где-то там находится около 12 литров. Снимаем крышку.
Главное условие распыления спрея сифома, чтобы двигатель был горячий. Сейчас мы уже прокатились на нем, он разогрет до рабочей температуры. И здесь у нас находится карбюратор. Можно было, конечно, открутить вот эти два болта, и мы бы увидели дроссельную заслонку, но здесь для этого есть вот такая вот замечательная резиночка, заглушка. Вот если присмотреться, если камера покажет, вот она, эта дроссельная заслонка работает. Сейчас мы заведем движок и уже на холостом ходу будем распылять спрей-сифом. Ну, где-то около 1/3, может быть, половинку флакончика распылим. И после этого отдадим постоять где-то 5-10 минут. Так того требует инструкция. После этого заведем снова и уже прокатимся агрессивно. Так и написано в инструкции. Drive aggressively. И посмотрим сразу, насколько был грязный движок изнутри, потому что камера сгорания, в принципе, вот сам карбюратор никогда не чистился, а двигателю этому уже, лет 7. Поэтому узнаем, насколько он грязный изнутри, по тому дыму, который будет выходить из него. Ну что ж, вперед! В комплекте идет такая замечательная палочка, трубочка закругленная. Как раз удобно для пользования. Заводим? Давай заводить. Давай, заводи. Двигатель работает на холостом ходу. Добавляем оборотов. И начинаем распыление. Смотри, я... алмаз, а? Да. Да, немало было дыма. Я, хотя и не дал средству как следует еще постоять, вот сейчас мы по инструкции 5-10 минут дадим ему поработать внутри камеры сгорания вот, и самого карбюратора. И посмотрим, после того, как заведем, прокатимся агрессивно, как советует нам инструкция, и посмотрим, насколько больше будет дыма. Но уже было дофига. Оказывается, 7 лет, и ни разу не чистили карбюратор, вот оно и отрабатывает. Что должно получиться после таких вот манипуляций и обработки двигателя? Более легкий пуск, мягкая работа движка и, наверное, возобновление потерянной мощности. Ждем 5 минут. Все, прошло 5-7 минут. Не забываем закрыть отверстие в карбюраторе резиновой пробочкой. Закрываем крышку. Теперь нам надо прокатиться, пока полностью дым не перестанет выходить из выхлопной системы. И посмотрим, как будет работать движок.
Прокатились, двигатель перестал дымить. Ну, сам сифом еще остался у меня в топливном баке. Я думаю, за завтра я полностью сожгу эти 12 литров. И, я думаю, прочищу свой движок на отлично. В принципе, я уже почувствовал, когда дым перестал идти, что он стал работать мягче. И, возможно, даже, ну, может быть, это такое субъективное ощущение. Ощущение, как будто добавились лошадиные силы. Ну, может быть, это мнимое. Но в любом случае он стал работать мягче и набор скорости более уверенный. Вот так бы я сказал. Это американское средство, которое проверено, я напомню, оно уже давно пользуется спросом, где-то с 80-х годов. В США просто к нам его достаточно тяжело привезти, потому что оно легко воспламеняется, и авиаперевозчики отказываются его везти. Но вот предприниматель, который в Петербурге, оказывается, как-то завез и продает. Кстати, продает со скидочкой. И если поспешить, то можно на нее еще успеть. Ссылочку на этот товар я оставлю в описании. Вот. Ну, а я продолжаю наслаждаться прекрасным отдыхом на отличной речке. Рядом моя семья. Шашлычок уже делается. И если это видео вам было интересно и познавательно, то ставьте большой палец кверху, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Пертягин. До новых встреч в эфире и пока!